Когда я впервые взяла с улицы тонкую, облезлую, промокшую от дождя кошку, я и представить не могла, что она изменит мою жизнь. Тогда мне было 34, я только узнала о долгожданной беременности и как-то внезапно почувствовала, что в доме должно быть больше тепла. Я увидела ее возле подъезда, серую, с чуть косым взглядом и странной белой меткой на груди, похожей на сердечко. Она мяукнула, посмотрела мне в глаза и, не прося разрешения, запрыгнула мне на колени. Я восприняла это как знак. Я занесла ее домой, вытерла, накормила, дала имя Асса. С того дня она больше не отлипала от меня, особенно от моего живота. На второй неделе беременности я поняла, что кошка спит со мной исключительно у живота. Иногда просто лежит, но чаще вылизывает мою кожу, мягко, ласково, с какой-то материнской заботой. Я сначала смеялась, мол, готовит малыша к жизни. Но чем дальше, тем больше я замечала странные вещи. Стоило мне чувствовать слабость, токсикоз, напряжение, Аса моментально оказывалась рядом. Она не мяукала, не прыгала, просто ложилась и начинала вылизывать мне живот. Как будто знала, что внутри не просто ребенок, а что-то, зачем нужен особый уход. На 12-й неделе я пошла на первое серьезное УЗИ. Мне тогда казалось, что это просто формальность. Я даже не просила мужа идти со мной. Зачем пугать его этим медицинским процессом? Но когда врач замолчал и стал слишком внимательно вглядываться в экран, я все поняла. А потом были слова, холодные как металл. У вашего ребенка признаки хромосомной патологии. Высокий риск синдрома Дауна. Я рекомендую сдать дополнительные анализы. Возможно, амниоцентез. Мне стало плохо. Мир померк. Я не могла дышать. Я не говорила никому об этом 2 дня. Просто приходила домой, ложилась и плакала в подушку. Асса была рядом. Она не лезла ко мне, не просила еды, не играла. Она просто клала свою голову на мой живот и вылизывала кожу. Медленно, упорно, по кругу, иногда часами. Это начинало казаться почти мистикой. Я пошла на повторные обследования. Подтверждение. Вероятность патологии 92%. Врачи мягко предлагали подумать о последствиях. Я отказалась от амниоцентеза. Слишком много рисков потерять ребенка. Я решила, пусть будет, как будет. Но я замечала, что чем хуже у меня было моральное состояние, тем активнее становилась Аса. Казалось, она чувствовала все. Мою тревогу, панику, отчаяние. И каждый раз отвечала вылизыванием живота. Это стало нашим ритуалом. Я даже начала засыпать только после того, как она обработает мой живот своим шершавым языком. Мне стало казаться, что она как будто пытается что-то исцелить. Муж вначале скептически к этому относился. Смеялся, мол, кошка тебя лечит. Но потом и сам стал внимательнее к ней присматриваться. Особенно после того, как я призналась ему в диагнозе. Он был потрясен, но не ушел. Наоборот, стал крепче, спокойнее. Но и он начал верить, что Асса не просто кошка. Так проходили недели. Каждая УЗИ подтверждала высокий риск. Но при этом ребенок рос, развивался, у него билось сердце. На 28-й неделе я почувствовала первое осознанное движение. Тогда я расплакалась. И Асса тоже запрыгнула ко мне, посмотрела в глаза и начала вылизывать живот с такой настойчивостью, как будто знала, я не могу больше держаться. Врачи не могли дать точного ответа. Анализы давали вероятность, но не диагноз. Я отказалась от родов в частной клинике. Решила рожать в обычной больнице, но с поддержкой мужа. Я просила только одного, чтобы мне дали рожать самой. Весь 9-й месяц Асса почти не отходила от меня. Она даже перестала есть со мной. Только пила воду, лежала на животе, как будто охраняла его. Ночью я просыпалась от того, что она опять и опять вылизывает мне живот. Я больше не смеялась над этим. Я просто плакала от страха, любви и надежды. Роды начались на 39-й неделе. Быстро, болезненно. Сильные схватки, адреналин, белый свет. Муж держал меня за руку. Я кричала. И вдруг крик. Детский, сильный, чистый. И тишина. Врач молчит. А потом говорит: Он здоров. Абсолютно здоровый мальчик. У него нет ни одного признака хромосомной патологии. Я не верила, думала, ошибка. Но нет.
Никакой патологии. Все анализы, проведенные после, подтвердили, он полностью здоров. Я плакала, муж плакал, врач плакал. А когда мы приехали домой с малышом, Асса подошла к люльке, понюхала ребенка и только после этого начала есть. Первый раз за несколько дней и больше ни разу не лизала мне живот. Как будто ее миссия закончилась. Сейчас моему сыну 3 года. Он растет крепким, активным мальчиком. Он очень любит кошек, особенно Ассу. Она стала его подругой, спит с ним, охраняет его сны. Иногда он подходит ко мне и говорит: «Мама, Асса мне животик облизывает. Наверное, я заболел». Я улыбаюсь. И верю, эта кошка действительно что-то знала. Может, она чувствовала то, чего мы не видим. Может, передавала ребенку тепло. Может, исцеляла. А может, просто любила его с самого начала. Любила так, как только может любить существо, которому не нужно объяснять, кто ты. Ведь она была рядом с самого первого дня. И она спасла его. Но история на этом не закончилась. Однажды, когда сыну было чуть больше года, случилось нечто странное, что снова заставило меня поверить в магию Ассы. Это произошло зимой, когда на улице стояли сильные морозы. Мы с малышом вышли на прогулку, а Асса осталась дома. Вдруг ночью я проснулась от громкого шороха. Открыв глаза, увидела, как кошка сидит у кроватки сына и внимательно смотрит на него. Вдруг она начала вылизывать ему ручку. Я подумала, что это просто ласка, но на следующий день заметила на его коже маленькую красную сыпь, аллергическую реакцию. И, как ни странно, после того, как Асса продолжала вылизывать кожу, сыпь быстро проходила. С этого момента я начала наблюдать за тем, как кошка реагирует на здоровье сына. Если он плакал или капризничал, Асса сразу же приходила к нему и начинала мягко трогать его носом или вылизывать руку. Она словно чувствовала его состояние лучше, чем кто-либо. Я часто думала, что у нее есть какой-то особый дар. Дар чувствовать и лечить. В один из дней, когда сын сильно простудился, у него поднялась высокая температура. Я уже собиралась звонить врачу, как вдруг услышала, что Асса нежно ходит рядом и время от времени трется о его щеку. На удивление, температура начала снижаться, и сын стал чувствовать себя лучше. Я не знала, что и думать, но чувство было одно. Эта кошка действительно что-то делает, чтобы помочь. Постепенно я поняла, что Асса стала не просто домашним питомцем, а настоящим ангелом-хранителем нашей семьи. Она была с нами в самые трудные моменты. И даже врачи удивлялись, как быстро и легко сын восстанавливался после болезней. Мне казалось, что кошка впитала в себя какую-то особую энергию, которую могла передавать нам. Годы шли, и Асса становилась все более мудрой и спокойной. Она никогда не покидала наш дом, была постоянной частью нашей жизни и источником не только тепла, но и надежды. Я часто рассказывала эту историю своим друзьям, и многие начинали верить в чудеса. Сегодня, когда сын уже ходит в школу, он сам просит, чтобы Асса спала рядом с ним. И я знаю, пока она рядом, все будет хорошо. Ведь иногда чудеса случаются там, где их меньше всего ждешь. И порой именно маленькое животное с большим сердцем может изменить судьбу человека.